Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз, гороскоп, ноябрь, первая половина или первые 2 недели. Любовь и деньги. 9 числа Венера будет в весах. Венера отвечает у нас как за материальное благополучие, так, понятно, и за любовь. Но это не та тельцовская Венера. Все же два знака Венерой управляются, весы и телец. Так вот, телец – это более прагматичный знак зодиака, это какая-то конкретика. А весы нет. Здесь про чувства, здесь про приятные эмоции, новые грани чувственности. Венера в весах – это новая алхимия близости. Вопросы отношений, вот именно вашей личной жизни, могут стать на первый план. Другой момент, опять же, у нас еще и деньги. Значит, вот эти две составляющие, очень важные нашей жизни, могут быть даже взаимосвязаны. Помимо всего прочего, 11 числа у нас еще Меркурий перейдет в знак зодиака Стрелец, а до этого он в начале месяца еще в Скорпионе, вместе с вашим Марсом, кстати. И начало месяца, ноября, может быть где-то до числа 6-го, 7-го, плюс-минус у каждого по-своему. Это может быть, знаете, такой напряженный период в плане эмоций еще. Мы как будто будем чувствовать усталость. И правда, октябрь, лунное затмение в Тельце, предшествующее ему солнечное затмение. Вот этот коридор, он какую-то сумятицу в жизни каждого из нас мог внести. И постепенно в ноябре уже что-то отстраивается. И самое главное, наверное, 4 ноября Сатурн выходит из ретроградного движения в прямое. Больше ясности, мои дорогие овны, больше какого-то порядка, уравновешенности. В целом нам как раз этот период ноября может показаться достаточно спокойным, за исключением первых вот этих дней. И в последующем, когда переходит уже Меркурий в знак Стрельца, мы можем планировать что-то еще более спокойно. Но это уже ближе вторая половина месяца, с 11 ноября. И сегодня давайте посмотрим. У нас сегодня колода Таро, Golden Таро, Золотое Таро. Мне очень нравится эта колода, я ее долгое время хотела приобрести, но у меня все никак не получалось, и наконец у меня это случилось. Я с удовольствием сделала расклады себе и предлагаю расклады вам. Давайте посмотрим, чем начало ноября ознаменуется. И мы говорим главные события. Достанем первые 3 карты и назовем их. Пусть это будет 3 события. Но первое у нас, значит, будет как главное, да? Или, может быть, на чем мы будем делать акцент. И дальше тоже события ближайшего будущего, то есть вот эти 2 недели. Или, может быть, как события ближайшего дня за один день, иной раз у нас столько происходит всего, что не случается за несколько месяцев. Итак, главное событие. Давайте, мои дорогие, будем смотреть. Аркан умеренности. И вот подтверждает мои слова, что более какой-то отстроенно понятный период у нас будет в ноябре. Может быть, вам самим захочется где-то словно сделать передышку. Есть те вопросы, которые мы не можем в каком-то режиме многозадачности или в каком-то галопе решать. Нам для того, чтобы увидеть реальность, нужно как будто остановиться. И нам словно ангел говорит: не спеши, не спеши, Овен. Ты лучше все увидишь, узнаешь, если где-то не поторопишься, не пробежишь мимо каких-то возможностей. И правда, в начале даже ноября, в течение первых дней, для некоторых из вас могут вернуться те ситуации, которые не только были в начале вот этого года. Это могли быть события, мои дорогие овны, это как мечта могла быть. 18-й, 19-й, 20-е года. Но это была та мечта, которую мы, может быть, уже забыли, похоронили, грубо говоря. Потому что понимали, что что-то предпринял как попытку, увидел, что уперся в стену и решил, что нет, наверное, не суждено этому сбыться. И вдруг по каким-то причинам необъяснимым вот та либо история, либо это здесь не совсем я про любовь говорю, не про отношения, а это именно из какой-то реализации. Может быть, это была какая-то поездка, может быть, оформление документов, может быть, вы именно что-то каким-то образом хотели сделать, себя попробовать в чем-то, но не складывались благоприятные обстоятельства, а здесь как зеленый свет, словно может что-то вам напомнить,
Вот как раз из той мечты, которая была уже очень далека, и где-то вы о ней забыли. Поэтому будьте внимательны. Тут как раз скорее что-то возвращается к нам. Не случайно у нас еще и Уран, и Юпитер до конца года в знаке зодиака Телец ретро-движение. Поэтому неизбежно нас до конца года какие-то ситуации будут возвращать назад, давая новые возможности с чем-то разобраться. Поэтому в целом главное событие – не торопиться, чтобы увидеть для себя какие-то перспективы. События ближайшего будущего для нас. Двойка мечей. Знаете, вот всегда, когда выпадает двойка мечей, нам, значит, нужно сделать один меч. Это мы, правда, могли чем-то заниматься, может быть, предыдущий период, и у нас что-то встало на паузу. Или мы уперлись, словно в какую-то стену, непроходимость какая-то. Вот, может быть, на данный момент времени какой-то вопрос, которым вы, пытались решить, в какой-то стопор превратился. И словно вперед я продолжать не могу. Нет, либо возможностей, либо не вижу перспективы. И как будто нам либо направо, либо налево. И вот из этой двойки мечей нам нужно оставить только один меч. Нам придется, может быть, от чего-то отказаться, сделать важный выбор. Вполне вероятно. Но всегда я называю туз мечей, это как выход из лабиринта. Это, знаете, когда уже четко что-то определяется. И, видимо, вот по тому или иному вопросу для вас может быть что-то более конкретное. А мы сказали, что Сатурн в прямом движении как раз ясность будет вносить. Вот в те вопросы, которые были как будто за кадром, было что-то непонятным. Давайте мы посмотрим и в ближайших днях. Вот смотрите, интересная очень карта именно в этой колоде. Двойка пентаклей, по сути дела, или двойка монет. И монеты нам изображены в виде лимнискаты. Это то, что как раз у мага над головой обычно, да, знак бесконечности. Власть денег. Вот как раз я сказала про любовь, про близость и про деньги. У кого-то эта вот двойка мечей может проиграться в отношениях. Может быть, у кого-то любовный треугольник, а у кого-то сложные, в принципе, отношения. И вы думаете, мириться или нет, или что-то уже завершать окончательно, или дать еще как будто продолжение. И то же самое какое-то определение по вашим финансам. Вообще предполагается по этой карте, что мы можем попробовать себя в новом деле. Мы тут со всеми сумеем договориться. Власть денег сама по себе в ноябре, в первой половине ноября для вас будет очень важно. И Венера управляет не только нашими эмоциями, чувственностью, близостью. Это есть еще и момент, где мы зарабатываем деньги, потому что вопросы благополучия, в принципе, могут стать на первый план. Но, видимо, решать нужно что-то очень в неспешном порядке. Понимаете, мы куда-то не должны поторопиться. Давайте я достану еще карты, поясняющие. Мне искренне интересно узнать, что означает двойка мечей для вас. То, что есть выбор, это понятно. Так, что-то у нас выпало, мы сейчас откроем. Правда, уход. У кого-то может касаться отношений, конечно, у кого-то и смена работы или какие-то возможности, у кого-то вопросы, связанные с переездом, мои дорогие овны, есть выбор. И вы будете его делать, хотим мы того или нет, но где-то думать мы об этом в первые 2 недели ноября наверняка нам придется. По 8 кубков мы готовы буквально идти вперед. И если есть какая-то проблема, дилемма в вашей жизни, скорее всего, вы ее решите. Хорошо, а что еще? Чем это все? А вот вы, понимаете, должны уйти вот от каких-то разочарований, израненное сердце. И ведь это было не теперь, это правда какая-то ситуация, которая тянется из прошлого. Мы можем, конечно, со многими примириться, мы можем найти общие точки, как будто взаимных интересов. Нам не говорят здесь, правда, об искренности. Больше эта карта холодная, когда мы смотрим на реальность беспристрастно. Нас невозможно зацепить на эмоции. Но если человек, если мы говорим про отношения, нам действительно нужен или важен, может быть, по разным причинам, то установить какие-то контакты мы определенно сможем. Мы тут можем прояснить какие-то ситуации, которые раньше вызывали те или иные недоразумения.
Постепенно все встает на места. Может быть, какая-то пережитая в прошлом ситуация, которая вас очень сильно разочаровала. Теперь она дала возможности не совершить еще раз вот в этой области ошибку, так же, как будто вовремя уйти, или как будто сделать перезагрузку, сменить какой-то шаблон. К чему все это? Вот не говорит же ни одна карта, какая сфера жизни. А для того, чтобы мы научились, правда, мои дорогие овны, сохранять самого себя. Вот правда, как ситуация вот эта двойственная по выбору, да, так же, как и ситуация, которая нас ранила, она, вот что-то подобное нас учит для того, чтобы мы не включались на где-то под воздействием импульсов те вопросы, которые, в принципе, для нас не сулят какого-то продвижения, которые больше нужны кому-то. Мы должны завершить какую-то ситуацию, когда нас буквально, знаете, может быть, зная характер, цепляли за живое и заставляли тем самым, зная нашу реакцию, где-то проговориться или в чем-то участвовать, или уйти в какие-то доказательства. И нам это все как в конечном итоге вредило. И вот теперь мы уходим от разочарований. Посмотрите, уход сам по себе. Я сказала, что решение каких-то вопросов или, может быть, и перемещение у кого-то так. Но в конечном-то итоге, когда мы ищем выход, и мы его находим. Из каких ситуаций? Вот такой, как двойка мечей, как тройка мечей, понимаете? И в конечном итоге, посмотрите, девятка жезлов – это карта великой мощи. И нам нарисован человек с перевязанной головой. Он еще раз не найдет те же самые грабли. Вот, видимо, это будет для вас важно, сделать какие-то выводы. Хорошо, что по деньгам? Давайте, мне вот очень интересно. Что такое двойка пентаклей? Ну, мои дорогие овны, тут действительно не случайно два пентакля, да еще и в люмнискате. Вот вам маг. Любая ваша финансовая задумка может быть осуществлена. Понятно, это не только в ноябре. Это какой-то далекий, может быть, проект. Какое-то очень важное решение вы можете принять. Как я зарабатываю деньги или каким образом ко мне деньги, в принципе, приходят. Можете задуматься о смене работы или смене сферы деятельности, внести какие-то коррективы в ваш бизнес или начать делать карьеру. На деньги нет как будто препятствий. Посмотрите, все в вашей власти. Мне очень хочется достать, что же в личной жизни, мои дорогие овны. Победитель. Ну, видимо, в какую сторону вы захотите повернуть корабль вашей семейной или личной жизни. Если вы один или одна, есть возможность познакомиться. По крайней мере, пусть это будет где-то, ну, после 9-го, так условно назовем, когда Венера будет уже в весах. Это ее обитель, она там себя чувствует комфортно. Хотя кто-то из вас мог в самые первые дни уже ноября прочувствовать, вот, как будто я не хочу быть в гордом одиночестве. Я хочу, чтобы у меня был тот человек, который может мою победу, мою радость со мной разделить. Вполне вероятно, именно радость разделить, понимаете? Какой-то единомышленник должен быть. Но и если у кого-то есть сложные вопросы, в целом у вас прекрасные карты. Как маг выпадает на деньги, так и на личную жизнь выпадает карта победителя. Что бы вы тут себе не запланировали, безусловно, все получится. Давайте мы с вами достанем еще карту такую хочу. Неожиданные события. Вот первую половину ноября. Что-то закончится. Действительно закончится. И причем позвольте или отпустите прошлое, может быть, это избитая фраза, но выпадает 13-й старший аркан, как будто нет смысла что-то, видимо, какая-то составляющая вашей жизни, то, что нет смысла реанимировать. Это нужно проводить. Может быть, это люди, которые этот хаос создают, или это идут те люди, которым мы не можем доверять. Вот не должно быть у вас всего того, что вам мешает, мои дорогие овны. Все то, что вас ставит в тупик из-за действий, из-за мыслей других людей. Вот эти самые грабли мы не должны найти, поэтому, видимо, будет очень важно в чем-то вам поставить точку. Как будто от этого мы не уйдем. Это для нас будет очень актуально. Иначе есть возможность опять где-то повторить прошлые ошибки. Это в неожиданностях мы спросили, да? Может быть, у кого-то это будет связано
Ну, буквально с разрывом человека, или вы когда примете окончательное решение. Может быть, и был какой-то любовный треугольник, и нам придется делать выбор, хотим мы того или нет. У кого-то и так проиграется. Что нам будет помогать? Я не могу не достать. Такую карту тоже. Что нам будет помогать, что будет радовать, вдохновлять, добавлять приятных эмоций? Что? Это тот, который все держит под контролем, тот, который отчасти на своей волне. И никому не рассказываем, что мы собираемся делать. Если мы не предвосхищаем как будто успех, а успех любит тишину, поэтому у нас получится осуществить какое-то свое намерение, желание. Продуктивный период. Это правда в целом, даже на первую половину ноября. Не сказали нам здесь как-то про страсть, но тем не менее, планетарно, мои дорогие овны, пусть это прогноз, это только прогноз карты, реальность она все равно всегда отличается. Но для кого актуально? Вот именно по личной жизни вы можете сделать для себя что-то важно хорошее за первую половину ноября. Ну а про деньги нам более чем сказали. Перекладывайте на себя, надеюсь, чем-то этот прогноз вам был полезен. И будьте счастливы и любимы всегда. Хотела бы добавить, если что-то уходит, не удерживайте. Само пространство может нас словно избавлять от всего наносного и ненужного, что раньше нам как раз и создавало двойку мечей, тройку мечей. И вот тут печальный может быть опыт по девятке жезлов, когда мы растратили свои силы впустую.